Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу, как сделать тубус для сварочных электродов. Стандартная бумажная упаковка не всегда спасает электроды от влаги, поэтому они сыреют. Если не отсырели, то их необходимо хорошо прокалить в духовке, как я это сделал. Прокалывать необходимо в зависимости от инструкции на коробке. В моем случае это 180 градусов Цельсия в течение 40 минут. Проводить сварку сырыми электродами не очень приятно, и работа не идет. Они просохли, теперь необходимо сделать так, чтобы они были сухими как можно дольше. Времени у меня мало, поэтому я по-быстренькому сделаю подходящий тубус из пластиковой трубы. В хозяйстве я нашел у себя кусочек канализационной трубы диаметром 50 мм. Также понадобится изолента, термоклей и два горлышка от пластиковых 5-литровых бутылок. Горлышко нужно брать повыше, потому что есть с таким горлышком низким, они не подойдут. Сначала необходимо острым ножом отрезать горлышко от бутылки, как раз в том месте, где начинается расширение. И это все отрезаем. Вот горлышко отрезано. Проверим, как оно входит на свое место. Входит с небольшим натягом, что нам и нужно. Теперь прикладываем электрод и отрезаем трубу с таким расчетом, чтобы крышка упиралась в край электрода. Их было удобнее доставать. Я буду резать обычной углошлифовальной машиной, кругом по металлу, толщиной 0,7 мм. И зачищаем аккуратно все заусеницы. И понадобится такой гелевый клей для пластика или же любой другой. Теперь промазываем посадочное место горлышка бутылки клеем. Он гель, поэтому сразу не схватывается, что нам и нужно. И помещаем в свое место. Ждем, пока он хорошо схватится. И делаем ту же процедуру на другой стороне тубуса. И ждем, пока высохнет. Для лучшей герметичности этого шва необходимо промазывать его силиконом или же замотать изолентой. Я использую термопистолет для герметизации этого шва и лучшего склеивания. Вот. Схватился. Теперь можно нанести еще слой изоленты поверх этого клея. Вот таким образом. И с другой стороны. Для удобства переноски можно надеть такую ручку, снятую с бутылки. Она легко фиксируется и никуда уже не денется. Вот такой получился тубус. Внутри все герметично и влага сюда не попадет. Через 5 минут после высыхания клея можно загружать сюда электроды и приступать к работе. Теперь можно посчитать, сколько электродов сюда поместится. По итогу сюда вместилось 49 штук электродов для сварки диаметром 3 мм. Закрываем герметично тубус, и можно их в таком состоянии долго хранить, не боясь, что они отсыреют. Вы посмотрели видео о том, как своими руками сделать тубус для сварочных электродов из пластиковой трубы, чтобы они не отсырели. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!